Когда я рассказываю о промышленности Эстонии некоторым своим знакомым, картину мира которых формирует российский агитпроп и всякие домыслы, как правило, они отказываются верить в то, что промышленность у нас сегодня куда развитее, чем в советское время. Главный аргумент – а почему я не вижу этих заводов? Что характерно, этот вопрос задают и жители Таллинского района Ласномая, на юге которого находится крупнейшая промзона. Там заняты многие тысячи работников предприятий, выпускающих всевозможную электронику, включая крупнейший в стране завод компании Ericsson Eesti, пиломатериалы, мебель, стройматериалы и много чего еще. Дело не только в том, что эти люди просто не интересуются реальной картиной мира, предпочитая удобную им по разным причинам мифологию. Советский человек привык к тому, что настоящий завод – место, которое вбирает в себя тысячи работяг, гремит на всю округу и дымит трубами, видными за километр. А сегодня промышленность совсем другая. Во-первых, предприятия выведены за город. Значительная часть советских заводов работала практически в центре. Куннерет, Eesti Кабель, Марат и многие другие располагались там, где им давно было не место. Да, их видели жители города, которые теперь считают, что промышленность сгинула. Но они создавали логистические проблемы, особенно когда в 90-х резко выросло автомобильное движение. Их сложно было перестраивать и модернизировать. А когда начал формироваться рынок недвижимости, выяснилось, что земля там слишком дорогая для производства. Кто-то, как Марат, вовремя сориентировался, выведя производство за город, а старые площади сдавая в аренду под магазины и офис, что здорово выручило в трудные 90-е. Но большинство так и не поняли, каким ресурсом располагают, или же не сумели им воспользоваться. К слову, все тот же центральный завод РЭТа, на котором я работал, был переделан в деловой квартал, в котором теперь множество самых разных контор, магазинов, есть даже гостиница. Не знаю, как сейчас, но в начале 2000-х народа там работало больше, чем на советском заводе.